Всем доброй ночи. Сегодня мы с вами продолжим мистические истории. И, наверное, еще, если хватит сил, еще сниму кое-что. А пока с вами давайте продолжим мистические истории. Я буду объяснять вам, естественно, что к чему и почему. Начнем. Здравствуйте, уважаемая Инга. Хотела бы поделиться своим рассказом о встречах с духами. Но вначале хочу поблагодарить вас за ваши работы, за вашу помощь, которую вы оказываете нам. Первый мой рассказ. Я спала, и где-то в 2 часа ночи я проснулась от того, что кто-то треплет меня за плечо, как будто чтобы я проснулась. Я вообще не люблю, когда меня будят, и поэтому я развернулась, чтобы ударить. Почему так, я не знаю. И когда я открыла глаза, там было лицо мужчины с пустыми глазницами. Естественно, я проснулась. Потом, второй случай. Я прилегла на диван и включила фильм на телефоне. И как будто бы начала засыпать, и слышу, как вроде кто-то вошел в комнату, и так по дивану, как кто-то когтями шкребет. И я себе думаю, я еще не спала, а засыпала, и я себе думаю, наверное, говорю, это кошка, надо ей молока налить. И вдруг кто-то прыгает ко мне к ногам и начинает укладываться там. А потом как будто сковало меня все, как вы говорите, сонный паралич. И я кричу, я хочу кричать, говорю, кто ты? И меня отпустили. Страха никакого не было, просто злость, что сковывают движение. Третий случай тоже ночью. Я услышала сквозь сон, что происходит какое-то движение в комнате. И как будто кто-то сзади, я лежала на боку, кто-то сзади за моей спиной, как будто кто-то пришел. И я опять же рукой хотела ударить, и проснулась от того, и когда я открыла глаза, кто-то закидывает на меня ногу. И говорит, мы тебя не оставим. А четвертый случай произошел совсем недавно. Я ночью почувствовала, что меня кто-то уносит с дивана. И меня поднимает вверх, и сзади кто-то обхватывает меня за руки. И я говорю, не держи меня. Кто ты? И опять все прекратилось, когда я открыла глаза, и такая дымка, как мужское лицо. Если возможно, объясните, пожалуйста, чем вызван такой интерес в кавычках ко мне. Очень тревожно на душе. Спасибо. Смотрите. Все, что у вас происходит, это говорит о том, что в вашем доме поселилась эта нечисть, их много, и они давно там. Просто кто-то их активизировал по новой. Это либо старый дом должен быть, скорее всего. Может быть, на месте старого дома оно построено. Хоть даже квартирный дом, многоквартирный, в любом случае, там что-то было такое старое, что снесли и построили сверху. Но эти духи, которые там жили, там находились, жили не в нашем понимании, они в любом случае никуда не ушли. У вас сейчас в жизни не очень простой период. Еще раз повторю, а то у меня что-то там сорвалось. У вас сейчас непростой период в жизни. Когда у человека тяжелый период, это или перед разводом, или это после развода.
после смерти близкого человека, после потери, после суда и опасности тюрьмы. Вот, много можно перечислить. Вот этот тяжелый период в жизни, он делает вас слабым. И у вас нет защиты в этот момент. Потому что вы, как та кошка, которая все свои 9 жизней потратила на то, чтобы выжить. Вы отдали всю свою жизненную силу, энергию, чтобы выжить, чтобы не сойти с ума, чтобы не погибнуть, чтобы не пойти по тяжкой дороге в этой жизни, чтобы с собой что-нибудь не сделать. Понимаете, вы вот сконцентрировались и всю свою жизненную энергию, силу потратили. И вы становитесь слабым. И для этих сил это как красная тряпка для быка. Они чувствуют ослабевшего человека. Вот, как правило, всегда эти духи, они проявляют себя и появляются в нашей жизни, когда у нас эмоциональный срыв, разводы, разрывы, разорение, тяжелое состояние, когда мы тратим свою жизненную энергию, чтобы выбраться из этой тяжелой ситуации. Очень редко, когда в жизни все хорошо, когда счастливая семья, когда все в порядке, очень редко бывает, чтобы такие люди рассказывали о призраках, о проявлениях этих сущностей. Чаще всего такие люди даже высмеивают тех, кто их видит, называя их ненормальными, что выдумываете, это все ерунда, это не существует, что вы там напридумываете и так далее. Почему? Потому что когда человек счастлив, когда у него хорошо, он эмоционально полный. У него сильная защита в жизни. Когда человек несчастен, опустошен, у него нет сопротивляемости. И в этот момент чаще всего и нападение происходит на него. И сонные параличи, и душат, и постоянно приходят, и угрожают, и трогают за руку, и чего только не бывает. Именно в такие периоды. Вот сейчас задайте себе вопрос, у вас в жизни был только что тяжкий период или есть? И поэтому вы слабы. Слабо себя чувствуете. Чем больше вы будете их бояться, тем будут они усиливаться. Положите рядом чертополох, когда спите рядом. Во-первых, это первое. Это очень сильно помогает не приближаться, но их влияние полностью в доме, конечно, не прекратится. Далее. Изгнать зло голосом ведьмы проведите. Изгнать злой дух захмат. Есть такая работа. Проведите эти работы несколько дней кряду. И посмотрите результат. Обычно помогает. Постарайтесь перед сном послушать какую-нибудь мелодию, расслабиться. Постарайтесь смотреть комедии какие-нибудь веселые, что-нибудь. Вот это буквально несколько дней. Укрепите свое психическое состояние для начала, приведите себя в порядок. А потом начните очищать дом. Проведите эти работы, которые я вам говорю. И они постепенно начнут уходить. Если это все не поможет, напишите мне. Но сначала проведите это все. Это просто слабое состояние в вашей жизни, тяжелое состояние. Именно в этот момент они появляются. Потому что нечем сопротивляться, нечего им противопоставить. И вы становитесь уязвимы. Они активизируются. Они, может, и всегда жили в этой территории, то есть на этой территории, в этом доме, всегда находились и были. Но вы были сильны тогда. И у вас защита была, этот кокон энергетический, он был силен.
Поэтому они к вам не могли подходить, и вы их не чувствовали особо. Как только вы ослабли, они дали о себе знать. Друзья мои, я дальше, конечно, включу и объясню, но я очень вас прошу, пожалуйста, если можно, отправляйте интересные истории. Если их нет у вас, то не отправляйте никакие. Потому что сижу и выбираю я мистическую историю из всех этих непонятных историй. Даже те истории, которые вы отправили, я не скажу, что они архиинтересны. Вот некоторые истории, вот, которые озвучиваю, сейчас озвучу, более-менее есть о чем думать. Мистические истории, встречи с духами. Это реально, действительно, в жизни происходящие такие аномальные вещи, которые не знаете, как объяснить. Но вот вас не приснилось, что-то там я не, куда-то положила, потом забыла, куда я положила, посмотрела, а там это у меня лежит в ванной. Но это не мистика, даже если это отчасти мистика какая-то, в любом случае это не, ну, неинтересная история, чтобы вот об этом разговаривать. Вот когда, извиняюсь, волосы дыбом, вот такие вот истории, которые вот реально столкновение с потусторонним, это другой вопрос. Ну, это действительно случай, который стоит обсудить. Ну, давайте послушаем дальше. Несколько голосовых, чтобы было удобнее слушать. Первая история моя связана с детством. Когда я была маленькая, я постоянно видела какие-то тени, какие-то шелухи, какие-то вот чье-то присутствие. Мне было очень страшно, беспричинно. То есть я вот лежала в комнате, и вот такой сковывающий внутренний страх меня очень сильно подавлял. Я, наверное, очень долго спала с включенным ночником, но порой вот просыпалась ночью от непонятно от чего и бежала к родителям спать. И вот в один таких вот моментов я проснулась, мне, кстати, было очень страшно добежать до их комнаты, потому что они спали через комнату, то есть была моя спальня, зал и спальня уже родителей. И мне прям это был какой-то целый, наверное, квест, чтобы пробежать зал, потому что я думала, что меня будто кто-то там съест. И когда я уже добегала к родителям, то засыпала с ними, но в этот раз я опять проснулась, достаточно очень поздно. Это даже, может быть, было ближе к утру, и увидела, что как бы родителей нет рядом, хотела пойти их искать. Я только попыталась встать с кровати и увидела, что дверь в зал была открыта, что в зале вот стоит какое-то страшное, ужасное существо, наполовину человек, у него было не лицо человеческое, у него было лицо какого-то зверя, я уже даже точно не скажу, тело было человеческое, он был одет во что-то кожаное с мехом, у него было в руках как будто булава. И он очень грозно на меня смотрел. И я тогда очень сильно испугалась, побежала обратно в кровать, спряталась под подушки, думала, что вот сейчас он подойдет и съест меня или убьет. Но потом как-то прошло время, выглянула, а его уже нет. Ну, тогда я долго не могла тоже уснуть. Вот, это такая первая история. Вторая моя история, она связана с домовым. В прошлом году я переехала в новую квартиру жить, и многие вещи стояли в зале. То есть там стоял вот диван, посредине комнаты разные вещи, и в конце вот некий стеллаж с встроенным шкафчиком, и, получается, кресла стояли. Вот. И в один из вечеров, может быть, это было часиков 10, я сидела на диване, разбирала вещи, перебирала, все смотрела, и услышала, что как будто что-то упало в конце комнаты. То есть там был вот этот шкаф, он приоткрыт, и я подумала, что, возможно, просто некоторые вещи оттуда выпали. Я подошла посмотреть, но ничего такого не увидела, даже приближенного, чтобы что-то упало, как-то это все меня смутило, и такой какой-то внутренний холодок пробежал, что ли. Вот, я как бы посмотрела, вроде бы ничего не упало визуально. Думаю, может быть, показалось. Не знаю, на самом деле, показалось или нет, но было тогда как-то страшноватенько. Вот, и третья история в этом голосовом о моем дедушке. Он умер где-то, получается, на 76-м, или даже нет, на 73-м, на 74-м году жизни своей. И я при этом знала, что так произойдет. Где-то в феврале, может быть, где-то, наверное, ранее весной, я сидела на работе, и к нам в окно безумно сильно бились голуби, очень сильно. Они прям как будто сначала в окно бились, потом они ходили по подоконнику, потом они клювали это окно, и было несколько. И продолжалось это где-то неделю, я бы даже сказала. Меня это очень смутило. Я думаю, мало ли чего. Как бы, и вроде бы как бы приметы в интернете пишут, что они какие-то противоположные, что есть и хороший характер, что это какие-то приятные новости, а есть что наоборот, это будет смерть. Как выяснилось, что действительно, если птицы, вот именно голуби бьются птина в окно, да, вот так вот все происходит, это к смерти. И потом летом это было в июне,
Я сидела, писала свою там курсовую работу по университету, и мне как будто кто-то на ушко прям прошептал, или вот как будто в моем подсознании возник дедушка мой, как будто вот позвони ему, вот поговори с ним, как будто вот он должен уйти был. Ну, я сидела, у меня прям такое настойчивое чувство было внутри, прям как будто вот все брось, позвони. Я позвонила ему, мы очень славно с ним побеседовали, поговорили обо всем, потому что давно не созванивались. Вот, он мне пожелал, чтобы я держалась, все будет хорошо, и все. И получается, у него день рождения 5 июля было. Он целую неделю праздновал, ее в разных гостей, разные гости приезжали, ну, я как-то не смогла. И потом 13 июля он уже умер, вот. И я в тот момент думала, как хорошо, что я ему тогда позвонила, услышала, успела, ну, грубо говоря, попрощаться с ним, вот. Но это было как-то, как будто сверхъестественное что-то, да, что у меня прям вот приходили. Начнем с конца и до первого СМС. Значит, иногда силы, духи рода внушают познакомиться с тем или иным человеком, сводят нас с тем или иным человеком, знакомят. Либо этот человек становится нашим спутником жизни, либо другом, полезным человеком в жизни. Иногда, когда кто-то из них должен уйти, они внушают потомкам, чтобы позвонили, поговорили, такую тоску внушают, потому что понимают, что скоро человека может не стать, и чтобы молодое поколение потом не чувствовало себя виноватым из-за того, что не попрощались, мало уделяли времени, внимания, они могут внушить мысль, позвонить, поговорить, что, собственно, и случилось. Второе. Про домового. Ну, домовые духи дома, они живут практически в каждом доме, в принципе, и в квартирах они есть. И поэтому, если вы чувствуете, что они начинают бушевать или прятать вещи, значит, им нужно внимание, значит, им нужно налить молоко, значит, им нужно сладости поставить. То есть они таким образом требуют вашего внимания. Если в доме ничего не горит, ничего не портится, если коты и собаки не болеют, все хорошо, это значит, ваш домовой охраняет ваш дом как положено, следит за вашим домом. Если начинаются частые поломки, лопаются лампочки, если кошки особенно кошки, нервничают по ночам и так далее, это значит, домовой требует к себе внимания. У меня есть такие работы, можете проводить. И первое, значит, что было в детстве, что вы видели нечто с посохом и прочее, это могут быть лесные духи. Если дом был частный, и в этом доме или дом был рядом с лесом, иногда лесные духи могут являться маленьким детям, приходить. Но внушил он страх, естественно, потому что ребенок, да и взрослому человеку он внушил бы страх. Но если после этого ничего страшного не произошло, просто лесные духи, они иногда приходят. Ну вот, например, мы живем возле леса, и вот эта вот территория, где частные дома, когда-то был лес. Это видно, потому что когда мы заходим в поселок, там сосны, березы посреди поселка. Это говорит о том, что здесь был лесной массив. Какую-то часть вырубили, что-то еще там случилось. Ну, в общем, эти участки начали давать людям, люди начали здесь строиться и жить. Так вот, это территория лесных духов. И если они, например, приходят, иногда являются, показываются, здесь ничего удивительного нет. Потому что это
в принципе, находится в их царстве. Вот вы и увидели его. То есть объяснение есть этому всему, но страшного пока ничего не вижу. Давайте дальше послушаем, что там дальше было. Еще хотела бы рассказать свои некоторые истории из общежития, когда я еще училась в университете. У меня есть знакомый, он иностранец и мусульманин. Вот, и как-то раз мы с ним увиделись на кухне, что-то разговорились, пока готовили. Вот, ну, и я решила его пригласить к себе в гости. Мы накрыли стол, положили там ложку, вилку и тарелки. И в один момент мы просто с ним разговаривали, о чем-то хихикали, и у него под рукой, то есть он рукой не касался ложки, и стол не двигался, и как бы я никак не влияла на этот предмет столовый. И в один момент эта ложка, она прям двинулась. Это или вилка, нет, это была вилка, да, это была вилка, она прям заметно двинулась. Я как-то, ну, которая уже привыкла к чему-то такому из ряда вон выходящего, даже уже не обратила внимания. Вот, он сидит, спрашивает, говорит, а ты вообще видела, что вилка двинулась? Я говорю, ну да. Он говорит, и что, ты ничего, тебе не страшно? Я говорю, я говорю, бывает и похлеще. Он говорит, так у тебя здесь, значит, джин есть, у тебя здесь джин, и он стал очень сильно кричать, он испугался, у него прям, чуть ли, мне кажется, не истерика была, и он ушел, и больше даже не заходил в нашу комнату, он боялся вообще от слова совсем, даже просто зайти зачем-то, вот, и такая смешная история произошла, не знаю, на самом деле, может быть, это как-то все-таки можно объяснить, но мне кажется, может быть, действительно что-то такое и произошло из ряда вон выходящее. Вот, моя следующая история, это про... Ну, наверное, больше про сон. Я жила со своей соседкой, нас было только двое в комнате, и как-то я вот помню, я сплю, я вижу какой-то очень яркий, прекрасный сон, мне такой нравится, и резко он как будто приостанавливается, и мне на ухо, то есть, чтобы правильно объяснить, я жила с левой части комнаты, а моя подруга, скажем, соседка, да, с правой части. И, получается, я вот слышу, что мне кто-то на левое ухо кричит «Алена». Вот я прям услышала этот голос очень четкий, что произносит именно мое имя. И ладно бы, если это было бы с правой стороны, где она спала, да, можно было бы логично объяснить, что как бы она во сне вскрикнула, но это было именно с левой части уха. Это так громко, что я думала, что, ну, чуть ли не оглохну. Ну, прям очень громко было. И я резко проснулась, встаю, смотрю на нее, она вообще лежит, не двигается, то есть, ну, вряд ли она даже вскрикнула. Я ложусь, думаю, ну, наверное, мне просто показалось, мало ли чего. Ложусь, значит, пытаюсь заснуть, и слышу, что он начинает там шевелиться. Я спрашиваю, говорю, ты не спишь? Он говорит, да, я не сплю. Он говорит, прикинь, у меня сонный паралич случился, мне было так страшно, я тебе кричал. Я говорю, блин, ты не поверишь, но я как будто услышала тебя. Я вот спала, и мне кто-то на ухо крикнул, вот, как будто ты мне на ухо, не кто-то, да, а именно ты мне на ухо, налево, не направо, крикнул Алена. Да, ну, прям так громко. И мы в тот момент больше не спали, просто сидели, обсуждали это все. Было очень страшно на самом деле. И последняя история, которая, скажем, как это кульминация будет. Когда я жила на 5-м этаже, это была зима, у нас очень активно потели окна, скажем, ну, просто были деревянные, двухстворчатые, и их никто не трогал, не вытирал, но они просто потели, достаточно так красиво это было, вот, только даже по-новогоднему. И в один момент я как-то просыпаюсь утром, хочу подметить, что это было все на 5-м этаже, я просыпаюсь утром и вижу, что я вот рядом спала с окном, что кто-то как будто с внешней стороны оставил свой след. То есть до этого не было никаких разводов, никто не оставлял рук, ну, вообще никто ничего не рисовал, но то есть они были, ну, равномерно запотевшие, и увидеть, что кто-то, вот прям ладонь была не оставлена, вот как просто приложивший, да, руку к окну, а именно она немножко какая-то смазана, как будто это в движении делали. И как бы я разбудила, судорожно стала будить свою соседку, говорю, смотри, у нас тут рука какая-то образовалась, я говорю, ну, ее не было. Вот, она сейчас проснулась, говорит, да, все нормально, не переживай. Я ей показывала, он говорит, блин, ну да, страшно. И мы, ну, это было как часиков 6, да, 6:30, и я после того момента даже не уснула. Я прям сильно испугалась, думаю, блин, ну 5-й этаж, никто там точно не мог проходить и оставить. Притом вот это было оставлено не с нашей стороны, а как будто даже с внутренней части окна, или, может быть, снаружи. То есть у нас все окна были запечатаны скотчем, то есть никто туда не мог никаким образом пролезть. И это было настолько страшно, ну, что, я не знаю, в тот момент это было действительно то явление, которое я бы, ну, я не смогла не описать никаким образом логическим. Вот, поэтому... Такие самые истории происходили. Спасибо большое за то, что дали поделиться ими вот на большую аудиторию. И вообще огромное спасибо вам, Инга, за ваши труды, силы и старания. Доброе. Это я потом мы обсудим. Следующее. Первая история касаемо джиннов. На самом деле
я уже объясняла, что джинны являлись стражниками Востока, божествами, которым поклонялись арабы тысячелетиями. Да и сейчас, честно говоря, с принятием ислама мало что изменилось. Они как считают джиннов могущественными, так и считают. Только доктрина Корана, например, можно сказать, в основном направлена и на защиту от джиннов. В отличие от христианства, они всерьез воспринимают этих духов и не считают, что те, кто молится, у них все хорошо. Они считают, что от джиннов в любом случае нужно все время себя оберегать, ограждать. Джинны, по сути своей, безразличны к людям иной верой. Они преследуют именно мусульман, потому что они считают, что те предали их, приняв единобожие, и тем самым лишили джиннов тех жертв, подношений, которые всегда делали. И поэтому мусульмане ужасно боятся их и знают их могущество, силу. Джинны – это не просто духи, это не бесы, как многие считают. Это определенная раса духов. У них есть национальности, у них есть вероисповедание, у них есть женщины, мужчины, старики, дети и так далее. У них есть воины, у них есть предводители и военачальники. И об этом я рассказываю в своих лекциях о джиннах. И то, что он увидел, в принципе, там, конечно, мог быть и не джин, а дух этого места или домовой того же общежития. Но поскольку они очень боятся их, и любое проявление джиннов для них опасно, он, естественно, испугался. Его можно понять. Особенно мужчины таких вещей боятся, потому что не могут объяснить. Женщины более стойко и спокойно к этому относятся. Мужчины больше боятся этого всего. Значит, второй момент, когда в ухо закричали. Скорее всего, там этих духов было несколько. Один накинулся душить, другой пытался помочь. Но помочь он сам не мог, и мог помочь только тем, чтобы разбудить вас, чтобы вы ее растолкали. Когда один человек просыпается и не дает другому мучиться, как кажется во сне, вот начинает человек что-то говорить, бормотать, кричать, плакать, и вы понимаете, что он мучается, что его как бы душат. И, естественно, когда начинаете его будить, трогаете его, все это исчезает. И это некто вам крикнул в ухо для того, чтобы вы проснулись, и вот вы, когда проснулись, увидели, что ваша подруга подверглась нападению, и вы начали ее тормошить, будить, тем самым помогли, вытащили из этого состояния. Ну, кто это могли быть? Понимаете, мы живем не одни. Наш мир принадлежит не только людям, но и духовным созданиям. Они полноправные жители нашего пространства, как и мы с вами. И у них разные характеры, как и у людей. Разный нрав. Кто-то добрый, кто-то злой. Но вот бывают и злые. Например, активизируются в этой местности и могут причинить зло. Могут напасть, могут тушить и прочее. Это может один раз быть, и потом вы можете навсегда забыть. Это может повториться. По-разному бывает. И рука на окне. Ну, точно так же это объясняется духами, которые обитают в пространстве. Есть духи, которые не могут зайти в дом. Стоит запрет. И если они начинают стучать, если они начинают, например, стучать в окно, стучать в дверь, это говорит о том, что они пытаются получить ваше разрешение, чтобы вы их впустили. В мироздании есть свои законы. У всех иерархий духов свои законы, свои запреты. Например, некоторые говорят, ну,
вот вы говорите, что, например, если на кладбище это обведено забором кладбище, да, и прочее, но вот они не могут нарушить покой живых, они не могут прийти. Если вы мимо кладбища ходите ночью, это одно. Если вы на кладбище заходите, вы уже менее защищены. А что, они не могут через забор пройти? Понимаете как? Там есть свои законы и ограничения. Есть невидимые заслоны. Вот, например, помните, да, фильм «Ви», когда он начертил вокруг себя этот круг и начал читать. Там все показывается дословно, как этот гроб бьется об это невидимую защиту, не может прорвать и зайти к нему. А на самом деле, это примерно так происходит в тонком плане. Ведь его спасало не то, что вот он начертил, а то, что он чертил этот круг и закрыл себя. Почему он погиб? Значит, Хама, по-моему, так его звали. Почему он погиб? Он усомнился. Он вышел из круга, он испугался. Если бы он остался в этом кругу, который начертил защитный круг, он был бы жив. Но он испугался. Ему не хватило веры в себя и в ту силу, которую он призвал для защиты. Он переступил этот круг и погиб. Вот то же самое, как там говорится, по вере вашей и воздастся. Эти все слова я почему говорю? Потому что это не только библейские слова. Ведь Библия тоже переписана и взяла очень много из других разных более древних культур. Так вот, в потустороннем мире есть свои законы. Например, почему нужно соблюдать все... птицы так поют, вообще не дают. Почему нужно соблюдать все эти законы? Приводить мертвого перед похоронами, в дом приводят, да, в гробу, а потом забирают хоронить, если он в морге был. Потому что он должен попрощаться со своим домом и больше туда не приходить. А если придет 40 дней, только попрощаться, он не имеет права воздействовать на живых. Есть силы, которые могут зайти в ваш дом, только если вы впустите их. Вот они стучатся, открыли дверь, вы их впустили. И вот эта рука, которая была, опять же, дух, который живет в определенном пространстве. И он не может зайти в ваш дом. Он может только дать о себе знать. Он может только физически показать свое присутствие. А показать как можно? Рукой, чтобы вы поняли, что там кто-то есть, кто хочет попасть в ваш дом, в ваше пространство, но не может. А вдруг вы бы из-за любопытства, например, открыли посмотреть, а кто там эту руку оставил? А может, кто-нибудь лазит по стене? А может, балкон есть, через который прыгнули? Вы откроете окно и впустите его в дом. Поэтому, когда видите такие проявления, ни в коем случае не открывайте, не проверяйте ради любопытства. Некоторые, например, двери открывают, стук, да, посреди ночи. Нельзя. Обязательно это приходит несчастье ваше. Если не откроете, оно не придет. Эти стуки в окно, в дверь, как бы вам ни хотелось, не открывайте. Вы тем самым даете им разрешение войти в ваше пространство. Если не откроете, они не войдут. И есть определенные законы, которые они не смогут нарушить и переступить. Но есть духи, которым, например, дано через пространство зайти. Они могут быть и добрые, и злые, и вы их ощутите дома, увидите, например. Там очень много иерархий, очень много миров. Миллионы миров и миллионы иерархий. До нашего ума это и не дойдет до конца. Вот поэтому они могут показать вам определенные вещи, которые пробудят ваше любопытство. Вы откроете окно посмотреть, а он зашел к вам уже внутрь.
А зачем он зашел? Питаться вашей энергией, энергией живых молодых людей. Я думаю, что на сегодня достаточно. Я, конечно, продолжу. И еще раз напомню, что нужно отправлять Яне в будние дни желательно до 9 вечера голосовое мистической истории. Именно мистической, пожалуйста. Не сны, не какие-то свои соображения, а именно мистика. Потому что оно соответствует тематике, и это будем обсуждать. Всем удачи!